Привет, друзья! Планета снова под ударом. Землетрясения, ураганы, наводнения и оползни вновь терзают нашу планету. Катаклизмы следуют один за другим. Эти кадры сняты в разное время и в разных странах, но их объединяет одно — разрушительная сила стихии. В этом выпуске все ключевые события последнего дня. 25 января на японский остров Хоккайдо и его административный центр Саппоро обрушился мощнейший снегопад за всю современную историю метеорологических наблюдений. Мощный циклон, пришедший со стороны Японского моря, принес в город аномальное количество осадков, которое за сутки превысило все зафиксированные ранее рекорды. Высота снежного покрова в некоторых районах Саппоро достигла 120–140 сантиметров, что фактически парализовало жизнь двухмиллионного мегаполиса. Видимость на дорогах из-за метели упала до нуля, заставив власти полностью остановить движение общественного транспорта, а также перекрыть ключевые скоростные магистрали, связывающие город с остальной частью острова. Транспортный коллапс затронул и воздушное сообщение. В международном аэропорту Новой Титасе были отменены сотни рейсов, тысячи пассажиров оказались заблокированы в терминалах из-за невозможности оперативной расчистки взлетно-посадочных полос. Городские службы Саппоро задействовали весь парк снегоуборочной техники и подразделения сил самообороны Японии, однако темпы выпадения снега значительно опережали возможности по его уборке. Ситуация в регионе сопровождалась массовыми обрывами линий электропередач под тяжестью мокрого снега и падениями деревьев, что оставило без энергоснабжения около 50 тысяч домохозяйств в префектуре. По сообщениям экстренных служб, зафиксированы многочисленные случаи обрушения крыш легких строений и теплиц, а также сотни инцидентов, связанных с травмированием жителей. К утру 26 января интенсивность снегопада начала постепенно снижаться, однако метеорологи предупреждают о сохранении опасности схода лавин в горных районах и риске обрушения снежных карнизов в городской черте. Губернатор Хоккайдо обратился к населению с просьбой не покидать дома без крайней необходимости, пока не будет восстановлено движение по основным транспортным артериям. Правительство Японии создало специальный штаб по ликвидации последствий стихии, выделив необходимое финансирование на восстановительные работы. — 24 января на Гавайях начался 41-й эпизод извержения вулкана Килауэа, который охарактеризовался резким ростом объема изливаемой лавы и открытием новых зон дегазации. Согласно сводкам Гавайской вулканической обсерватории, активная фаза стартовала с мощного перелива магмы из южного жерла внутри кратера Хале-Ма-У-Мау. Вскоре после этого северное жерло также начало выбрасывать фонтаны раскаленной породы, что привело к быстрому заполнению дна кальдеры свежими лавовыми озерами. Специалисты отмечают, что 41-й эпизод демонстрирует значительно более высокую динамику по сравнению с предыдущими фазами. Сейсмографы фиксируют непрерывное вулканическое дрожание, а датчики наклона поверхности указывают на продолжающееся расширение магматического резервуара. Высота лавовых фонтанов достигла 487 метров. Это одни из самых высоких показателей за весь текущий цикл активности. Вулканический пепел, тефра и так называемые волосы пели были перенесены ветром на значительные расстояния. Пеплопад зафиксирован в районах Хило, Пуна, Волкэно-Виллидж и ряде других населенных пунктов восточной части острова Гавайи. Вблизи кратера падали крупные обломки пород размером до 30 сантиметров. В общей сложности извержение продолжалось около 8 часов и завершилось вечером 24 января. Из-за пеплопада были временно закрыты национальный парк Гавайские вулканы и участки шоссе Хайвей 11. По данным Геологической службы США, вся вулканическая активность оставалась в пределах кратера Хале-Ма-У-Мау.
На большую часть территории США обрушился арктический циклон, принесший экстремальные снегопады, ледяные дожди и шквалистый ветер, что привело к масштабному инфраструктурному коллапсу. Основной удар стихии пришелся на штаты Среднего Запада, Северо-Востока и частично Юга, где в общей сложности более 1 миллиона домохозяйств остались без электроснабжения из-за массовых обрывов линий электропередач, под тяжестью обледенения и из-за упавших деревьев. Согласно данным мониторингового ресурса Power Outage, наиболее критическая ситуация с энергоснабжением наблюдается в штатах Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк. Там ремонтные бригады не могут приступить к работе из-за сохраняющихся порывов ветра, достигающих 90-100 км в час. По состоянию на вечер 25 января было официально отменено более 16 тысяч авиарейсов, сотни тысяч пассажиров в крупнейших аэропортах-хабах, таких как Чикаго-О'Хара, Атланта и аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Наземное сообщение также оказалось практически невозможным. На ключевых межштатных магистралях зафиксированы сотни ДТП и массовых столкновений, вызванных нулевой видимостью. Национальная метеослужба США охарактеризовала шторм как событие, случающееся раз в поколение. В штатах Северного Панхендла, Флориды и Техаса впервые за десятилетия выпал устойчивый снежный покров, что привело к закрытию школ и государственных учреждений. Губернаторы 10 штатов ввели режим чрезвычайной ситуации, мобилизовав подразделения Национальной гвардии для спасения автомобилистов, застрявших в снежных заносах, и для доставки топлива к резервным генераторам больниц. Несмотря на начало восстановительных работ, ситуация остается крайне напряженной, так как на смену снегопадам приходят аномальные морозы, создающие угрозу разрыва водопроводных сетей и обморожения для граждан, оставшихся без отопления. По прогнозам синоптиков, влияние Арктического фронта начнет постепенно ослабевать только к середине недели, однако полное восстановление электросетей и нормализация авиасообщения, по оценкам экспертов, займет не менее 7–10 дней. Власти призывают население оставаться дома и использовать запасы продовольствия, пока коммунальные службы ведут борьбу с последствиями одного из самых разрушительных зимних штормов в современной истории США. В Сочи сохраняется напряженная ситуация, вызванная активизацией оползневых процессов на фоне переувлажнения почвы. Власти города ввели режим повышенной готовности в Адлерском районе, где на территории, прилегающей к многоквартирному дому по улице Петрозаводской, зафиксирована опасная подвижка грунта. Участок земли, находящийся в федеральной собственности, начал смещаться в сторону жилой застройки, что потребовало немедленного реагирования муниципальных служб. Одновременно с этим продолжаются работы по ликвидации последствий подвижек грунта еще в 2 районах города. В Хостинском районе, в садовом некоммерческом товариществе «Корчадинец» накануне произошел повторный оползень. В настоящее время ведется расчистка дороги, при этом угрозы жилым домам и повреждений коммуникаций не зафиксировано, вода- и энергоснабжение жителей осуществляется в полном объеме. В Лазаревском районе ночью на трассе, ведущей к населенным пунктам Солох, Аул и 3-я рота, на проезжую часть сошел сель. Сотрудники дорожно-ремонтно-строительного управления оперативно направили на место спецтехнику и вывезли порядка 30 кубометров грунта. Специалисты связывают активизацию оползней с аномальными осадками последних дней и таянием снега в горах. Власти призывают жителей и гостей города сохранять бдительность, избегать нахождения в потенциально опасных зонах и следить за официальными предупреждениями экстренных служб. В бразильском штате Сан-Паулу в результате удара молнии пострадали более 70 человек. Трагедия случилась во второй половине дня на одном из популярных пляжей в районе Прая-Гранде, где сотни людей отдыхали, несмотря на приближающийся грозовой фронт. Разряд атмосферного электричества поразил группу людей, вызвав потерю сознания и панику среди отдыхающих. По данным муниципальных органов здравоохранения, общее число пострадавших составило 74 человека. Большинство из них получили травмы легкой и средней степени тяжести, однако состояние 4 оценивается врачами как критическое. Инцидент стал следствием аномальной атмосферной активности, характерной для текущего летнего сезона. Бразилия является мировым лидером по числу ударов молний, однако одновременное поражение такого количества людей в одном месте зафиксировано впервые за последние несколько лет.
В Махачкале произошло происшествие, едва не закончившееся трагедией. Легковой автомобиль с людьми съехал с проезжей части и упал в глубокий заполненный водой канал. Инцидент случился в утренние часы на одной из улиц, пролегающих вдоль водной артерии. В салоне транспортного средства в момент падения находились водитель, женщина и маленький ребенок. Как сообщили в прокуратуре Республики Дагестан, водитель сумел самостоятельно покинуть тонущую машину. Однако находившиеся на пассажирских сиденьях женщины с ребенком оказались заблокированы в быстро заполняющемся водой салоне и не могли выбраться без посторонней помощи. Свидетелями аварии стали случайные прохожие, которые, не раздумывая, бросились на помощь пострадавшим. Благодаря героическим и слаженным действиям очевидцев, женщину и ребенка удалось спасти из автомобиля и вытащить на берег до того, как машина полностью ушла под воду. Прокуратура региона инициировала проверку по факту инцидента, в ходе которой будет дана правовая оценка состоянию дорожного ограждения на данном участке и действиям водителя. На индонезийском острове Суматра произошло очередное извержение вулкана Марапи, самого активного стратовулкана в провинции Западная Суматра. Эрупционная активность, продолжающаяся с начала года, перешла в фазу интенсивного выброса вулканического материала во второй половине дня в воскресенье. По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, вулкан выбросил густой столб серого пепла, который поднялся на значительную высоту над кратером и начал распространяться под воздействием ветра в восточном направлении. В связи с усилением сейсмической активности и продолжающимися пепловыми выбросами, власти сохранили для Марапи второй уровень опасности по 4-бальной шкале. Для местных жителей, туристов и альпинистов продолжает действовать строгий запрет на посещение территории и ведение любой деятельности в радиусе 3 километров от активного кратера Вербек. Кроме того, представители ведомства предупредили население о потенциальной угрозе схода лохаров для общин, проживающих вблизи рек, которые берут начало на склонах вулкана из-за риска смешивания пепла с сезонными муссонными дождями. Сообщений о жертвах или разрушениях инфраструктуры от текущего извержения не поступало. Тем не менее, экологи отмечают резкое ухудшение качества воздуха в ряде районов Западной Суматры из-за выпадения пепла и высокой концентрации вулканических газов. Мониторинговые станции зафиксировали серию вулканических землетрясений, связанных с движением магмы, что свидетельствует о нестабильности системы и вероятности продолжения взрывной активности в ближайшие дни. Французский регион Британь оказался в эпицентре воздействия мощного атлантического циклона Ингрид. Стихия принесла с собой шквалистый ветер, порывы которого на побережье департамента Финистер достигали 140 км в час, и экстремальное количество осадков, вызвавшее сильнейшие наводнения. Основной удар пришелся на западные департаменты Финистер, Морбиан и Иль-и-Вилен, где был введен оранжевый уровень метеорологической опасности. В городе Кемперле из-за проливных дождей река Лаита поднялась на 4 метра выше критического уровня, затопив центральные набережные, первые этажи жилых домов и коммерческих объектов. Власти города организовали экстренную эвакуацию жителей из наиболее уязвимых кварталов, задействовав силы пожарно-спасательных подразделений. Инфраструктура региона понесла значительные потери, поваленные ураганным ветром деревья заблокировали десятки дорог и привели к массовым обрывам линий электропередач, оставив тысячи домохозяйств без света. Сообщается как минимум о 2 пострадавших в результате падения деревьев и конструкций. Шторм Ингрид также спровоцировал опасные волновые нагоны на Атлантическом побережье, из-за чего рыболовецкие суда остались в портах, а местные рынки отменили работу. Несмотря на некоторое ослабление интенсивности ливней, ситуация остается напряженной из-за предельного переувлажнения почвы, что замедляет спад воды в реках и сохраняет риск новых оползней. Коммунальные службы Кемпера и Кемперле приступили к расчистке улиц, однако полноценные восстановительные работы начнутся только после окончательной стабилизации гидрологической обстановки. Власти Франции характеризуют последствия циклона как одни из самых тяжелых для Британии за последние несколько лет.
Департамент Зонда в аргентинской провинции Сан-Хуан пострадал от разрушительного шторма, вызвавшего внезапные наводнения. Мощный грозовой фронт, накрывший регион в ночь с пятницы на субботу, принес аномальное количество осадков, что привело к резкому выходу рек из берегов. Наиболее критическая ситуация сложилась в районе Пуэнте-Бланко, где вышедшая из русла река полностью затопила проезжую часть, нанеся серьезный урон дорожной инфраструктуре. Стихия спровоцировала масштабный хаос. Десятки семей в низменных кварталах Зонды были вынуждены покинуть свои дома из-за затопления жилых помещений и обрушения крыш, не выдержавших напора воды. Полиция Сан-Хуана перекрыла движение по ряду ключевых трасс из-за угрозы размыва полотна и схода селевых потоков. Экстренные службы региона ведут непрерывную работу по эвакуации людей и расчистке заблокированных улиц. Ситуация осложняется тем, что наводнение затронуло не только Зонду, но и соседние департаменты Ривадавия и Пасита, где также зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения линий электропередач. Экстренные службы ведут восстановительные работы, метеорологи предупреждают о сохранении метеорологической нестабильности в регионе. Несмотря на многочисленные разрушения частной собственности, официальных данных о погибших в результате наводнения в Зонде на данный момент не поступало. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.